Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся, возможно, в вашу жизнь. Где-то это может быть и неожиданно. Но что идет на ваш порог? Вот карты пасьянса именно про порог нам расскажут и покажут даже. И у нас время с вами такое, когда Плутон совсем недавно, 6 мая, ушел, как бы замедлился в ретроградное движение. И значит, это как минимум до середины октября вернет нам к пересмотру некоторые из наших убеждений. И в жизни каждого из нас словно трансформируется система ценностей. Вот с чем это будет связано, возможно, и с кем. Давайте с вами у карт цыганского старинного пасьянса и узнаем, что же нам тут такое расскажут и покажут. С чем связаны события, которые буквально у вас произойдут совсем скоро, со дня на день мы говорим, да? Ну так заявили. Вот смотрите, тут есть какое-то ожидание. Причем, да, вы можете воспринимать, может быть, это ваша задумка, какая-то идея, для кого-то это может конкретно быть возможность или желание куда-то переместиться, отправиться, поменять работу, может быть. То есть вот выполнить какие-то действия, но ожидания, да, вот как будто нет ресурсов или нет возможностей. И у вас еще совпадает, в нашем пасьянсе мы можем сложить в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. У вас совпадает закрытый путь. Вот вы как будто думаете, что сейчас у меня закрыт путь. Или вы видите это, может быть, и есть такое в реальной жизни, у кого-то с ожиданием может совпадать, кстати, когда мы буквально ждем документы. Может быть, кто-то визу ждет, или согласование, или, может быть, это по смене работы, вы ищете эту работу, но пока ее не нашли, и просто в каком-то поиске вы сейчас находитесь. Какая-то тема у вас, по крайней мере, на данный период времени, она еще пока не решилась. Ладно, пойдем с вами дальше. Что нам еще расскажут и покажут карты? Совсем скоро. Молниеносное известие. Что-то вы можете услышать. И, может быть, это и будет вот тот, кто из вас сейчас именно ожидает ответа или вот этой бумаги, о которой я говорила, документа, сертификата, у кого что. Видимо, либо это могут быть взаимосвязаны как-то вот с этим ожиданием событий, или вот с этим закрытым, как закрытый путь, да. Здесь вы получаете какое-то известие и понимаете, скорее всего, что вам нужно действовать. Более того, как открывается, я бы сказала, этот путь. Пусть не на 100%, но вполне вероятно, карта Победа говорит о том, может быть, в ближайшие дни вы сумеете решить какой-то вопрос. Может быть, если для тех из вас, кто ищет работу, тогда будет какой-то очень такой интересный вариант, когда вам как минимум захочется это рассмотреть. Вот немного значений выпало, когда такое происходит. Это относительно спокойное течение жизни. Может быть, кому-то из вас, мои дорогие стрельцы, уже это относительное спокойствие надоело, хочется именно жизненного драйва. Но он будет, потому что иногда молния, это, знаете, как точка нового отсчета, которая, тем не менее, ведет к победе, ведет к решению некоторых тем или вопросов. А может быть, это вообще какой-то альтернативно совершенно другой путь. И если мы говорим о работе, то значит вы сможете найти таковую или, по крайней мере, какой-то найдете сами или подвернется, как мы говорим, какой-то вариант. А может быть, это также будет как в средствах массовой информации, какая-то важная новость, которая тоже где-то для вас вот этот путь к победе открывает. И пока я с вами говорила, все перепроверила, и я не вижу больше совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. И на колоде Таро мы с вами узнаем поподробнее, что скрывает будущее, какие тайны. Мои дорогие стрельцы, достанем карту, что изменит ваши планы. Какие же тут тайны откроются? И следующая карта, что вас будет радовать, в чем ваша сила, что будет получаться, и что же будет продолжено, к чему приготовиться, к чему все идет.
Достанем 3 карты по основным сферам жизни. Что ждет стрельцов со дня на день в сфере любви, взаимоотношений, личной жизни? Что ждет стрельцов в ближайшие дни по финансам, деньги? Ну и работа, дела, бизнес, документы, достижения, важные контакты, встречи, может быть, поездки. Тоже что вас ждет со дня на день? Что изменит ваши планы? А может быть и кто? Двойка жезлов – это вы сами меняете. По двойке жезлов это мы подводим некоторые итоги. Итоги есть. И когда мы строим сами по себе планы на будущее. Но эта карта, она, ну правда, где-то тоже повторяет все то, что нам сказали карты пасьянса. Вот данный период времени, может быть, это какая-то минута или час, да, вот как будто сию секунду, ну ничего не происходит. Ну вот как раз вот эта молния, она у вас уже на пороге. А вот смотрите, победа. А эта карта стабилизации, 4 жезлов. Это как, знаете, какая-то база, фундамент, праздник после победы. Ну, у кого-то могут решаться вопросы по части недвижимости. Может быть, это и связано с работой. А вот посмотрите. Нам как будто, ну, как паж, или будем говорить служка, приносит кубок. И вот человек не видит. Он даже не поворачивает головы, потому что, ну, вот... Уставился он в 3, которые пустые, и о чем-то думает. Но погрузился в какие-то свои мысли. Вот, видимо, даже если у вас сейчас ничего не происходит, не повод, ну, где-то погружаться, да, в какую-то ненужную философию, что изменит ваши планы. Да точно победа. На картах пасьянса сказали о победе. Кто-то из вас может решать финансовый вопрос. Тут, правда, я не исключаю, иногда по 6 пентаклей приходят люди на помощь. Хотя по этой карте где-то потребуется и от вас продумать раз какую-то ситуацию. И, может быть, даже человек есть, который может вам помочь дельным советом, конкретно финансами, может быть, да, или, может быть, обустроить какое-то дело, или помочь, опять же, через совет, как нужно это обустроить, или какие документы оформить. Ну, есть как будто необходимость где-то для... Некоторых из вас это может быть тоже очень такой важный момент, что изменит ваши планы, да, когда контакт с конкретным человеком проясняет вам, ну, как ваше становище, то есть где вы сейчас находитесь и каким образом вам что-то исправить нужно, добавить нужно или видоизменить. Потому что тут вот самое главное не замыкаться в себе. Вот мы ведь об этом с вами услышали. И вы ведь, мои дорогие стрельцы, вообще солнечные люди. Когда общаешься со стрельцом, у тебя всегда повышается настроение. Ну, это точно. И я допускаю, что иногда у стрельцов там, да, на душе совсем непросто. Но то, что вы умеете транслировать, вы всегда улыбаетесь. Ну, или, по крайней мере, это не значит, что вот постоянные какие-то улыбки вы излучаете. Но ваше лицо, когда люди видят, оно, вы знаете, располагает к себе. Это правда. Как может даже где-то иногда завораживать, когда хочется с вами общаться. Но вот эти минуты слабости, минуты раздумья, иногда эта карта просто апатия. У кого-то из вас ничего не происходит или, ну, словно крокодил не ловится, не растет кокоса, тем не менее нам говорят, да ты уже на пороге перемен. Вполне вероятно, для кого-то проиграется решение финансового вопроса. И вот смотрите, вы сейчас, вот что изменит ваши планы. Здесь как Вселенная, небеса призывают буквально вас к тому, ведь это карта помощи высших сил еще, помимо финансового успеха. Когда вот силы работают в отношении вас, когда вы что-то аккумулируете, буквально, может быть, сосредотачиваете в своих руках финансы, свои ресурсы. Поэтому это, знаете, как время подготовки к чему-то. И это можно как готовиться по финансам, да, то есть что-то мы аккумулируем, собираем, как в одну кубышку, может быть, даже так складываем. А после, как будто нам придется действовать, но через узнавание, нахождение какой-то информации. Какой-то ваш личный план, который вы сейчас, возможно, обдумываете, он еще должен быть дополнен некоторыми деталями. Ну, давайте узнаем, в чем ваша сила. О, карта император. Император – это статус. Ваша сила – какие-то правильные переговоры провести. Да, это точно. Иногда это карта власти. Карта даже авторитетных персон, может быть, и авторитарных руководителей, к примеру.
И в вашей власти не только договориться, даже с людьми сложными, но еще и через вот какие-то договоренности, может быть, поэтому все то, что я сказала, можно где-то переложить на контактных людей. Но для вас это может быть в последующем идет смена статуса. Может быть, это через работу. А возможно, это конкретная персона, которая для вас на сегодняшний момент очень важна в вашей жизни. А к чему приготовиться? Что будет продолжено, к чему все идет? А правда, выбор. Может быть, с учетом пажа жезлов, это иногда пажи, как вестники, да, это и есть вот та молния, которую вы вскоре получите, или вы получите от какого-то человека. Возможно, по аркану императора иногда идут структуры. Структуры или начальство, вот как я уже сказала, или люди, которые работают иногда по приказу, да, ну, иными словами, пришли мы в какой-то офис или контору, там сидит чиновник, но тем не менее он работает тоже по приказу. Есть какая-то сфера его деятельности, где он способен на нее влиять, может быть, решать какие-то вопросы. Но для вас, мои дорогие стрельцы, вам это совершенно необходимо, как знать более достоверную информацию. Или в этом ваша сила. Когда вы понимаете четко, вот словно, а на каком я небе нахожусь? Вот есть, да, такой вопрос в русском языке, как будто на каком небе, вот именно в каком положении, в каком статусе, каковы мои ресурсы, что я могу осуществить, но, может быть, и что-то нет. Тут ведь по этой карте иногда проходит значение, когда мы в шутку говорим по императору, есть мое, два мнения, мое и неправильное. Но ведь эта карта есть и другой подсмысл. Она говорит, будьте мудрыми императорами. Вы сейчас ресурсные. Но мудрый император понимает, что есть две сферы или две ипостаси, назовите это так, на которые мы не влияем. Это события, обстоятельства извне. Это какая-то общая палитра, да, того, что происходит вокруг нас во внешнем мире. И есть людское мнение. Вот ни на первое, ни на второе мы не влияем. Поэтому карта говорит, призывает, будьте гибкими императорами. Вам ведь тут придется что-то как будто переиначить, пересмотреть. И вы от этого не уйдете. И именно в этом вам помогают высшие силы. Ладно. Личная жизнь, любовь. Что ждет стрельцов? Паш мечей. Ух ты, и если у вас сейчас ничего не происходит, приготовьтесь, мои дорогие стрельцы, совсем скоро будут какие-то новости, может быть, новости от ваших детей или какое-то важное решение. Ну, это точно вас не оставит равнодушным, как-то это вас зацепит, но для кого-то из вас это может быть свидетельством о каком-то решении, ну, решении вопроса, когда вам придется действовать как-то иначе. Или вас словно это зацепит, и вы будете рассматривать, это факт, альтернативные варианты. Для кого-то это будет ситуация, связанная с работой, может быть, с взаимоотношениями или конкретно деньги. Королева Пентаклей очень часто это та карта, ну, или тот человек, который из любого хаоса умеет создать, или из бардака, будем говорить проще. Надеюсь, вы понимаете мой сленг. Вот именно организацию жизни собственной где-то наводит. Это вопросы дома, это вопросы жилья, это вопросы личной жизни пары, ну или конкретно ваше творчество. Работа на дому у кого-то. Я этого тоже не исключаю. Ух ты, как интересно. Вот иногда, смотрите, и карта император, карта мага. Вы более чем ресурсные, нам говорят. Но есть то, что ты хочешь осуществить. Тебе это нужно рассмотреть в такой, ну, может быть, и материальной плоскости. Или в реальной. Быть реалистом, потому что королева Пентаклей, да, это свидетельство о нашем благополучии. Может быть, более предметно так, но, может быть, и оценочно, не побоюсь этого, пересмотреть ваше окружение. Может быть, и ближайшее. Но у кого-то это вопросы, может быть, связанные с родственниками, дальними родственниками. Но, может быть, это и конкретный человек. Иногда по карте мага идут, к примеру, близнецы или дева. Потому что Меркурий иногда это обозначает. Но вообще это практика. И карта вам говорит, вы ресурсны. В чем вам как бы везет, в чем ваша фортуна. И более того, это в чем ваша сила. Вот поэтому как будто императору нужно где-то освоить техники мага. Какие техники? Манипулятор он. Но вот, видимо, вам жизнь не оставляет ничего другого. Мы можем как будто подзастрять просто в желаниях. А тут желание нужно переложить как и на конкретную реальность, но и на те ресурсы, которые у вас сейчас в руках. И все же придется с кем-то договариваться. Но для вас
это совершенно, знаете, как, может быть, и была какая-то задержка, заминка. А здесь мы можем как дело сдвинуть с мертвой точки. Вот я должна сказать, ретро-Плутон. Кстати, перейдите на мой сайт, прочитайте статью, и я так думаю, подсказок будет больше. Ссылка в описании под видео. Здесь ведь может период, особенно май, мы можем это чувствовать наиболее активно. Почему? Потому что есть какая-то тема, какой-то как затык, барьер. И мы ищем именно выход из своей ситуации. И как минимум в течение лета мы будем что-то прояснять. Поэтому для некоторых из вас это по Плутону, ретро-Плутону, это всегда обратное движение. Тут важна не скорость, а здесь больше глубины, больше вдумчивости. И поэтому все те энергии, о которых я говорила, начиная с пассианса, они для вас сейчас важны. Ну, давайте узнаем по финансам, что ждет перемены. Мы уже говорили. Карта колесница может где-то высветить вопросы с вашим автомобилем. Но все-таки это как движимое имущество, будем говорить. В итоге мы можем свести тоже к финансам. Но вообще это карта успеха. Это карта перемен. Но это также и карта выбора. Поэтому у кого-то совпадет по работе, у кого-то дополнительные, может быть, источники дохода или пассивный доход. Но вот тут что-то меняется. Возможно, и вам придется изучить какие-то новые технологии, перестроить себя, по крайней мере, в финансовой сфере, но какую-то на другую стратегию, тактику. И этот выбор туда или сюда, да, вот как в этой карте, хочешь или не хочешь, придется тебе делать, стрелец. Как будто не оглядывайся назад, ты достиг уже какого-то плата, да, у нас это корода ведьмочек, и ведьмочка наша выехала уже вот на своем мотоцикле именно на эту плату. Теперь уже какое-то пространство как расчищается, я говорила об этом, и нет пути назад, нам отсюда только вперед. То есть успех, есть прогресс по финансам, но нужно как-то очень мудро к этому вопросу подойти. И если вы ищете работу или дополнительную работу, заработок, подработку, или, как правильно, может быть, инвестиции какие-то совершить, то рассматривайте именно что-то новое. Изучайте, хочется сказать. Ваши достижения. Что ждет? Со дня на день. И вот опять же, семерка пентаклей, ну вот обратите внимание. Ну вот с чего начали у нас расклад карты пассианса. Опять же пришла наша ведьмочка, героиня в свой сад, решила собрать урожай. Посмотрела на грозди винограда, а виноград у нас как раз с благополучием ассоциируется, с денежным эквивалентом, да, как процветание. Ну, как-то зеленовато, еще рановато это собирать. Нет, думает, пусть еще подрастет, а я за этим садом еще поухаживаю. Поэтому тут как будто не наступило время. Может быть, теперь вам дает пространство и одновременно такой ресурс временной с чем-то определиться. Может быть, за каким-то проектом нужно еще ухаживать. Или вам нужно дополнить знаниями. Вот что вы хотите осуществить. Может быть, для кого-то еще и документы. Да, вот я по этой карте часто говорю регламент. То есть, ну, иногда мы ждем бумагу, и, ну, нужно там неделя, 2, 3, там, да, куда-то мы отправляем запросы, нам нужно одну бумагу, а для этой бумаги еще каких-то 10 нужно. Вот тут мы это дело не ускорим. Поэтому где-то карта говорит, с одной стороны, тут мы можем, конечно, как пустое ожидание расценивать. Почему нет? Но в то же время и может быть то ожидание, которое совпадает с регламентом. Ты совсем скоро будешь на выборе. Что-то ты будешь, это как на прогресс, или мы бы говорим, ваши достижения. Рассматривайте, правда, какие-то альтернативные методы, альтернативные способы. Здесь есть, может быть, какая-то данность, которая складывается. Или знаете, как мы иногда уверены в том, что что-то вернется из прошлого. Может быть так. Или нам поможет какой-то прежний, просто банальный метод, как мы всегда поступали. Все же это завершение карты. Где-то карта говорит, отпускай, вот отпускай какой-то прежний метод взаимодействия. Может быть, для кого-то из вас тот вопрос, который вы не решили прежде, не получилось вот это согласование. Тогда тоже нужно менять метод. Здесь вот все-таки нам карта говорит, не пустое ожидание должно быть, а ваше именно решение. И если
Вы как долго стучались в какую-то дверь, и она все время не открывалась. Подумайте, мои дорогие стрельцы, может быть, там не дверь была, а стена. Король Пентаклей, вот смотрите, тут есть какое-то очень полезное сотрудничество. Нам выпадает все же пара. И поэтому для кого-то из вас на ваши достижения, и, кстати, король Пентаклей – это решение финансового вопроса, он тем не менее есть, но к нему нужно подойти вот именно как-то иначе. Тогда у вас получится что-то осуществить, получить важную бумагу, документ или в другие двери войти, может быть и так. Тут что-то нужно пересмотреть. И это может касаться и важных контактов. Может быть, найти нужного человека, я ведь говорила, да? Вот есть, может быть, контакт с конкретной персоной, которая вам может помочь и по части работы, или, может быть, по части где-то решения вопросов, ну и касаемых личной жизни. Или это касается вашего жилья. У кого-то, может быть, и ремонта. Но мы все разные, мы смотрим на достаточно короткий срок, в течение мая. Но вот, видимо, совершенно необходимо, и в этом ваша сила, быть вот этим магом и волшебником. Вы можете что-то кардинально изменить. И маг, как я говорила, практик, магами не рождаются, именно становятся именно потому, что шаг за шагом человек оказывался в течение своей жизни в сложных ситуациях, но каждый раз находил выход. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Праздник какой-то после победы, и победа сама по себе, еще и с переменами. Но ведь мы все разные, и кто-то может... Ну вот все карты, будем говорить так, что как бы настраивают вас, мои дорогие, быть гибче. Вот именно так, быть императором, но гибким императором. Потому что, видимо, есть некоторые пути, может быть, мы сейчас это и не видим, или методы, которые в будущем, они уже не сработают. Ведь, видимо, такая данность реальности. А я хочу вас поблагодарить за вашу душевность, за ваши добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте статьи на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.